Индиго Парк — проект, который максимально расхайпился на ютубе и не только. Шорсы, тиктоки, летсплеи, обзоры, теории, песни, R34. Но я был бы не ной, если бы не откусил бы от всего этого свой лакомый кусочек и не рассказал бы об этом зиянии сам. Итак, сегодня вы узнаете, что из себя представляет Индиго Парк, почему он так резко расхайпился и откуда он вообще взялся, что стоит за этим проектом, что было при разработке проекта и что будет дальше. Не буду вас долго задерживать, всем привет, с вами Вайконет, берите чай, заваривайте печеньки, ну а мы поехали. В первую очередь, давайте я вас просвещу в то, что же все-таки такое Индиго Парк. Давайте представим, что вы недели примерно 3-4 последние находились в лесу и у вас летел ТикТок. Индиго Парк — это захватывающая исследовательская игра от первого лица, которая отправляет вас в захватывающее путешествие по жутким остаткам заброшенного парка развлечений. То есть, это такая же хоррор-ходилка-бродилка, что и FNAF SB и Poppy Playtime, и, соответственно, примерно такой же сеттинг детского заброшенного развлечения, ну или не очень, центра вас ждет. Но это пока мы видим на бумаге, что же у нас в реале? А на деле мы видим достаточно неплохую игру в плане проработки сцен и сюжета, с ним мы разберемся позже. Сейчас же мы наблюдаем игру, которая на удивление имеет крайне малое количество багов по визуальному аспекту, так и по части эмбиента. Да, есть некоторые проблемы с освещением в режиме RTX, иногда вообще нету текстур. А так в общем плане таких багов прям по минимуму, с учетом даже того факта, что игра проходит за 40 минут, а при должном желании даже за 15. И да, уже по этой игре люди делают спидраны, и уже есть достаточно обширная таблица, где люди борются за первенство и скорострельность. И не то чтобы это из разряда вон выходящего, скорее напротив. Мы вот с Некросом сидели в Дискорде и после знакомства с игрой буквально сразу же делали спидран и достигли примерно одинакового результата в 15 копейками минут. Это еще с первого раза. И поверьте, вам не придется долго тренироваться для того, чтобы достичь примерно такого же результата. Я не являюсь спидранером и никогда не мечтал пройти какую-нибудь крупную игру за 2 часа, даже меньше, и вернуть свои средства. Я скорее предпочитаю наслаждаться игрой, раз уж я ее решил купить. В случае с Индиго Парком я не потратил ни копейки, ведь она бесплатная. А чем мы можем насладиться за 0 рублей, расскажу вам после короткой паузы. А паузу я хочу посвятить рекламе своего телеграм-канала, на который я вам крайне рекомендую подписаться, потому что я скоро улетаю далеко от своего дома, и мое путешествие будет длиться вплоть до августа. И, соответственно, на ютубе вы будете видеть в этот период все видосы, которые были заранее записаны. Если я вам интересен как личность все-таки, внезапно, если вы впервые попали на мой канал, то ссылочка в описании или вот QR-код, как бы сканируйте, подписывайтесь. Ну а мы, пожалуй, продолжим обозревать Индиго Парк. Ну а теперь настало время поговорить о содержании нашего проекта. В первую очередь нас встречает катсцена, в которой статный мужчина знакомит нас с замечательным парком развлечений для всей семьи. А после камера отдаляется от экрана монитора и дает нам обзор на комнату главного героя, за которого мы будем играть. Главный герой является неким сталкером, исследователем, масленниковым, у которого, судя по всему, имеется хобби ходить по подобным заброшенным местам и разыскивать там все, что могло бы способствовать закрытию заведения. На этот раз его взор упал на наш замечательный парк, о чем он говорит в переписке со своей подругой Лаурой, которую он предлагал пойти с собой, но Лаура засала. Woman. После нам показывают, как главный герой добирался до места, пару вещей из его офиса и надпись «Глава 1. Птица пера». Окей, на английском название звучит лучше. На этом катсцена заканчивается, и мы оказываемся у ворот парка. Нас туда никто не пускает, поэтому нужно зайти в комнату охраны, в которой на экране нас приветствует енот Рэмбли. Рэмбли рассказывает нам о том, как помимо нас тут не было никого 2920 дней, то есть ровно 8 лет этот парк считается недееспособным. Енот служит для того, чтобы сделать наш поход в парк захватывающим и без каких-либо проблем. Именно поэтому он предлагает нам подойти к воротам, чтобы сказать нам, что они закрыты, и вернуть нас назад, дабы мы нажали рычаг и открыли ворота. Думаю, даже енот из мема будет поприятнее, хотя люди из Твиттера явно со мной не согласятся. И вот теперь мы можем пойти на другую территорию, которая является ничем иным, как выкачивалка денег с родителей в виде «мам, купи брелок, пап, купи плюшевого енота». Там мы берем браслет, который дает нам доступ в парк. И вот наконец-то мы в заброшенном метро, блядь, через которое нам нужно проехать, познакомиться со всеми маскотами парка, по пути починить поезд. И вот наконец-то мы приехали в парк, который выглядит достаточно монструозно, для того, чтобы при этом не лагать как сука, например, как в FNAF SB. Теперь мы проходим к дальним воротам. Нас посылают далеко на поиски ключа в театр к Льву Ллойду. Видимо, у него ключ, он пытается отпиздить нас, но у него Ого, какой бицепс! Но у него это не получается, и его что-то оглушает. И вот, наконец-то, ворота открываются, и мы проходим в гонки, и, наконец-то, мы можем подняться наверх и прокатиться. Не можем. Они все разъебаны. Ну ладно, пойдем тогда в детский центр Молли. Блять, как неожиданно. А там наши любимые загадки с цветами. Вкусно! Кто и сказал? Ищем по лабиринту фигуры, крутим кубики и проходим дальше.
Ой, блядь, нихуя себе. А чё с игрой? Всё, Нахуй меня пиздец. залагало. Молли может повторять слова, которые она услышит, но я что-то ничего не говорил ей, по-моему. Если бы здесь был бы voice чат, и она говорила моим голосом, я бы сейчас нахуй охуел, реально. О, нет, мне страшно. Соси хуй, блядь. По-моему, это какое-то повторение начинается, разве нет? Залутал. О, нихуя! Просто на реакцию, нахуй. Блядь. Прости, за мной там бегут. А, он... А, он сейчас закроет. О, А! как хорошо. Ты слышал, что он сказал? Типа, стой, это типа комната только для персонала. Он увидел ее такой: о, привет, давай, заходи, новый персонал. Спасибо Некросу за такую нарезочку, ну а мы пока охуеваем от того, что у попугая кровь и мясо, Рэблина повествует о том, что ему нужна помощь, чтобы разобраться со всем этим и сделать парк снова великим. Ну и понятное дело, что у нас нету выбора, иначе... Но так неинтересно, так что мы направляемся дальше. Алло, а нахуй я на 5 наверх поднимаюсь, еще ебанутый? Действительно, чтобы подняться, пожрать, чтобы обосраться. Доходим до ворот океанического парка, и вот теперь титры. Естественно, я рассказал об игре очень кратко, не затронув какие-либо пасхалки и процесс сбора всех плюшевых игрушек на карте. Я просто не вижу смысла об этом распинаться, потому что, ну, это максимально незначительно. А о таком реально стоит поговорить, так это об авторе проекта. Автором проекта является никто иной, как Unique Quiz. Надеюсь, правильно прочитал. Мейсон Майерс. Достаточно популярный ютубер за рубежом, контент которого построен на прохождении тех или иных игр, проще говоря, на летсплее. А значит, у проекта уже было откуда брать первую аудиторию во время выпуска. Дальше все уже пошло-поехало. Я не знаю, когда было первое упоминание проекта на канале Майерса, но точно знаю то, что первый тизер был выпущен еще 18 июля 2023 года. После чего спустя неделю он выпустил ответ на вопросы, в котором он пролил свет на некоторые аспекты, которые были интересны аудитории по поводу проекта тогда и интересны нам сейчас. Например, первая глава была выпущена скорее как демка, чем уже готовый проект. Мейсон посчитал, что если проект выйдет с недочетами и некоторыми багами, что и произошло, то брать за это деньги будет как-то неправильно, за что Мейсону отдельный респект. Также с сюжетной точки зрения игра по задумке происходит в 2023 году, чего, возможно, отказались к концу разработки, поскольку в начале на мониторе мы видим отсутствие последних двух чисел в году. Также главным вдохновителем Мейсона на создание проекта является парк развлечений Диснея. Никого не напоминает? Итак, в процессе разработки Мейсон с некой периодичностью выпускал видео с новостями по Индиго Парку на канале, в которых он также раскрывал некоторые закулисные моменты. Например, поскольку Майерс новичок в создании игр, за плечами которого есть только один проект, и то, который он делал не один, разработкой проекта занимался Джейк Ньютон. Нейтрон. Если вы не знаете этого парня, то ничего не потеряли. Джейк — это парень, который сделал пару песен по таким проектам, как Аманда и мод на FNF, и много всего другого, нам не интересного. Ну и, пожалуй, стоит поговорить о том, что же нас ждет в будущем. В первую очередь, Мейсон сделал кикстартер по проекту с плюшевым Рэмбли, и, как вы видите, это было достаточно хорошей идеей и явно продолжению быть. Ну и поскольку в СНГ это не актуально, я не вижу смысла оставлять ссылку на этот сайт, и если что, сами найдете. А вот что касается второй главы, то она будет значительно крупнее по сравнению с первой главой. Команда будет увеличена в разы, дабы сделать игру достаточно оптимизированной, хотя и первая глава не то чтобы сильно лагает, скорее наоборот. Ну и по планам разработка второй главы будет занимать примерно 1,5-2 года, но учитывайте тот факт, что повторяюсь, игра будет значительно больше, чем первая глава. И второе, команда тоже будет увеличиваться, и соответственно время разработки может меняться в лучшую, так и в худшую сторону. Ну и пожалуй это все вопросы, которые я хотел и мог осветить в этом видео, и давайте, пожалуй, подытожим. Индиго Парк — это достаточно интересный проект с достаточно интересной реализацией. Мейсон — это человек, который максимально заинтересован в создании игры и не планирует опускать руки после резкого взлета популярности игры, а скорее наоборот, он увеличивает масштабы своей студии, дабы сделать разработку игры и конечную реализацию максимально быстрой и качественной, чтобы многие были довольны. Так что я крайне рекомендую вам следить за этим проектом, что я и сам буду делать, и, возможно, буду выпускать некоторые новости в своем ТГК. Ну и на этом все, друзья. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Если вы хотите меня поддержать как автора, то подписывайтесь на Бусти, ссылочка в описании. Ну и я надеюсь, вам понравилось это видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока.